Стрелять буду! Ух ты. Я думал, опять белый медведь пришел. Слушай, во-первых, не медведь, а во-вторых, Тося не белый. Вот, ага. Зачем кричишь? Знаешь, как старинная чукотская мудрость говорит, если хочется, чтобы медведь тебя понял, не надо кричать, не надо стрелять. Пу-пу, понял? Однако. Ой, только чукотского мудреца мне здесь не хватало. А как ты на мою метеостанцию попал? Здесь же до Чукотки ого-го. А на собаках писца гонял, однако. Ну, мало-мало заблудился, вот. Слушай, а зачем тут это? Метеостанция? Метеостанция. Зачем? Ну как, для метеопрогнозов. Да, извини, не знаю, как это по-чукотски. Ну, считай, что я тут вот откуда ветер дует, определяю. Моя твоя понимает? Мало, да. Моя понимает. Это значит по-русски откуда ветер дует, а по-чукотски аэродинамика воздушных потоков, однако. Городок, откуда ветер дует, однако. Ну ладно. Так откуда ты знаешь про аэродинамику? Моя как раз про аэродинамику не знает. Моя по аэродинамике 2 получила. Угу. Когда в Москве в институте училась. Со 2-го курса вылетела моя. Ты что, в Москве учился? Моя училась на Чукотка. Училась мер побить, писа стрелять. А в институте всему научишься. Морда бить, сигареты стрелять, да? Смотри, не разучилась, однако. Коля. Скажи мне, а вы вот на будущее прогнозы какие-то делаете? Кто вы? Ну, чукчи. Ну, Вот ты вот, например, мечтаешь о чем-нибудь? мечтаю. Мало-мало мечтаю. Моя имеет 5 оленей. Это мало-мало. Мечтаю, чтобы 50. Ну, 50 это тоже мало. Вот развели бы вы оленей так миллионов 10 бы, вот тогда бы всю страну накормили. Раза 2. 10 миллионов? Да. Давай считать. Давай, Андрюса. Значит, на Чукотке 12 тысяч чукчей. 10 миллионов, это получается на каждого 833 оленя. Почти 1000. Нет, это очень много, очень много. Мы не справимся. Ничего не выйдет. Нет. Почему? Выйдет. Просто сначала надо развести чукчей. Ну, интересно, да? Да. Да, между прочим, самая современная аппаратура. Да, я точно такой же, когда маленький был в детстве, видел, когда к нам в стойбище метеоролог приезжал. Ага. Да. Ну, я по этому барометру погоду предсказываю. На него посмотришь, и сразу видно, будет снег, сильный снег или очень сильный снег. А мы, однако, в нашем стойбище не так погоду определяем. Мы смотрим на метеоролога. Если метеоролога не видно, значит, это снег. А если метеоролога видно, значит, это оттепель. Вот так. Понял. Я приехал в первый же день, так напился, вышел из чума прямо в пургу и замерз. Так и стоит, однако. Барометр. Твоя как думает? Что на Чукотке лет через 100 будет, однако? Ну, не знаю. Пока вертолеты из-за ветра уже месяц не летают, а у меня еда кончается, понимаешь, горючее кончается. А моя слышала, что потепление климата будет, однако. Ой, представляешь? Ой, хорошо будет. В оленьих шкурах ходить не будем. На солнышке греться будем, однако. В тундру выйдешь, а там помидоры растут, арбузы растут, ананасы. Хорошо, однако. Да, хорошо. Тогда я уже знаю, что через 100 лет будет в Москве. Выйдешь на рынок,
А там одни чукчи продают арбузы, помидоры и ананасы. И шкуры дерут, как с оленей. Да? А вот что за жизнь будет у нас в будущем, а? В обществе развитого капитализма. Вот интересно было бы туда заглянуть. Неинтересно. Совсем не интересно. Наш шаман уже много раз туда заглядывал. Нам рассказывал. Нам не понравилось, однако. Да опять ты со своим шаманом, как может какой-то отсталый колдун в нашем будущем побывать? Наш может. У него дочка в Америке живет, однако. Алло, Таймыр! Таймыр! Черт! Таймыр! Помехи какие-то. Слушай, а зачем у тебя тут рация? Зачем? Ну, я по ней погоду передаю. Вот. Ну, еще иногда мне жена радиограмму присылает. А у нас в стойбище погоду шаман предсказывает. Отсталые люди. Не стыдно в сказки верить. 21 век, какой шаман? Хороший шаман. С бубном, с маской. А у него еще точно такая же рация есть, у шамана. Да? Нет. А больше ни у кого в стойбище рации нет? Нет, конечно, нет. Конечно. У всех остальных мобильные телефоны, однако. Извини. Жена волнуется, однако. Алло! Здравствуй, однако! Ох, ну и жизнь. Такой ветер, что даже до ветру далеко не выйдешь. А чем твоя недоволен? Замечательная твоя жизнь. Живешь тут один, а кругом чистая природа, однако. Ну, я уже здесь полгода один живу. Так что природа вокруг уже не совсем чистая. Андрюша! Андрюша! Андрюша, а хочешь, я сейчас сам твое будущее мало-мало предсказывать буду? Очень скоро у тебя будет много-много горючего, много еды и совсем новые приборы. А ты откуда знаешь? А я тебе это все привез. Я ж теперь твой напарник. Вместе работать будем, Андрюша. Я не понял, так ты что, не Чукча? Почему Чукча? Чукча, кандидат наук из Москвы. Вертолеты же месяц не летают. Так я решил, давай на собаках. Я Чукча или не Чукча, в конце концов. Пойдем, Андрюха, нарты надо разгружать, потому что жрать охота. А что ж ты мне мозги пудрил? Однако, мало-мало, моя твоя. Ну, ты что думаешь, если я в Москве родился, так я родного языка не знаю? Хотел мало-мало присмотреться к тебе. Однако, моя к твоя. Андрюха, сейчас у людей такой ветер в голове гуляет, что сначала лучше понять, откуда он дует. Вот и все. Ну что ты, Андрюха?